Я зуб нашла. Каменный зуб. Огромный каменный зуб. Огромный зуб. О. В общем, решили мы с Петрухой 30-ку пройти, маршрут 30-й. И мы сейчас на пути, первый день. Кинули рюкзаки там на тропе и пошли тут посмотреть на горы, на виды красивые. Я простывшая, сипшая, и все равно пошла. Мы должны были вообще разойтись по своим маршрутам, но решили еще совместно еще один маршрут пройти 30-й. На Большом Тхаче я простыла. Причем конкретно, и теперь больная, иду 30-ку. Честно говоря, если бы я знала, что тут нужно за нее платить за каждый день 300 рублей, я бы не пошла. А мы что-то решили, что там вход стоит 300 рублей. А когда уже на место прибыли, оказалось, что за каждый день нужно 300 рублей платить с каждого. Вот такая красота тут пасется. Прям везде по всему пути. Много-много лошадей. Красиво так. Горы и лошади. Вот так вот мы разместили свои палаточки на холмике. Тут моя подальше поставила. И вот с такими видами у меня палатка стоит шикарными. Сейчас за водичкой пойдем сходим, наберем тут рядом. Небольшая речушка есть. Я что-то, видимо, из-за того, что подстывшая, что-то так устала. Вроде переход-то там что-то 9 чем-то километров был. Не тяжелая дорога, это я просто простыла, и мне дается тяжело. Устала. Хочется просто бахнуться и все в палатку. Даже кушать неохота. Но зато виды такие шикарные, так красиво, умиротворенно. Ой, я так хорошо тут устроилась, сделала себе столик из камней и сиденье из камня. Так удобно теперь. О, как мне классно. Цикорий с кедровыми орешками. Мое любимое. И ходит и смотрит, что-то хочет. Что, ты хочешь, чтобы я тебя угостила, да? Пошла в гости. Птичка. Деловая колбаса. Петруха замутила у себя тут стоянку. Камней таскал много вон, чтобы можно было вешать все. И даже сиденье для меня сделал, чтобы я к нему на чай пришла. Но я пришла к нему на чай вот. Доброе утро, земля. Это утро следующего дня. Я уже на вершине горы. Вот на какую гору уже залезу. Вот эту гору мы поднялись. Это мы на гору поднимемся. 6 километров подниматься. Ну, посмотреть, как обычно, красивые виды с высокой горы. Не знаю, зачем людям это надо. Ходить в горы, таскать рюкзаки, залазить на горы, смотреть оттуда. Потом все обратно тащить. Не знаю. Болезнь такая. Люди так и говорят. Я заболел горами там в таком-то году. А я не скажу, что я горами болею. Я всем болею. Мне все интересно. Даже не знаю, что интереснее, горы или тайга. Тайга даже, наверное, поинтереснее будет. Там такие синие горы. Такой дымки.
Бесконечные синие горы. И вот этот пупырик называется пупырик ежика. Видимо, потому что камни так торчат и похожи на ежика. Вообще, если честно, тут очень однообразные виды. Вот все вот такие лысые горы. И вот такие синие горы. Честно говоря, не понимаю, за что деньги дерут в этом Кавказском заповеднике. Вот здесь вот 300 рублей за день. За что? То есть за деньги можно в заповедник ходить, без денег нельзя ходить. Такой бред. На Большом Тхаче, или Тхаче, как правильно, не знаю. Мне больше понравилось. Там дико, никто там не отслеживает, ничего платить не надо. Вот и виды красивее. Тут пока скучно. Мне скучно. Скучный пока маршрут. Не знаю, как дальше будет. Поднялась на какую-то гору. Я понимаю, это гора Оштун. И нам еще туда пилить. Ну вот эта гора красивая. Вот этот вид красивый. Ради этого, может быть, стоило подняться. Ну вот такая гора. Гора и гора. Снег есть. Холодно тут. Что-то такие тучи собираются. Как бы нас дожди на день там наверху не застал. Сейчас как грохотнуло. Не успела включить. Фу, блин. Капец. Ветер сильно, может, и пронесет тучи. Капец, как грохочет. Сейчас было слышно. Все же есть надежда, что пронесет ветром эти тучи. Потому что сейчас как раз поднимемся, и нас как ливанет. Вот какое разделение. В той стороне солнце и небо красивое. А именно где эта гора, куда мы идем, вот такие тучища. Все затянуто. И грохочет. Именно над горой такие тучи. Ой, не успела включить. Грохнуло так, что, блин, чуть не по башке. Жесть. Не, сейчас точно начнется. Короче, грохочет сильно. Мы уже упаковались в дождевики. И даже пробрасывают капельки. Грохочет прям, блин, такое ощущение, что по голове долбит. Капец. Ну, наверное, все-таки пройдет дождь. Уже капает. Если дождь. Походу это град. Ё-моё. Град мелкий пока. Главное, чтобы вот такой не пошел, потому что тут спрятаться вообще негде. О, молния какая-то. Вот это долбануло. Я не знаю, мне почему-то такое нравится, лишь бы не задубеть сильно и не промокнуть конкретно. И главное, чтобы градом не задолбило. Ну все, пошел дождь нормальный. Ну, главное, дождь, не град. Град прекратился, пошел дождь.
Короче, пошел град конкретный. По ногам, по голым лупит. Ай, по пальцам лупит, блин. Снимать аж больно. Такая погода. Жесть. Мы хотим дальше двигаться, но не знаем. Что-то прям жестко. Там туда нам подниматься. А град лупит и лупит все сильнее. Блин, сейчас так грохотнуло, ё-моё. Смотрите, цветочек растет. Бедный его тоже градом лупит. Маленький. Вот такой град. Некоторые прям очень крупные. Больно бьет и прятаться негде. Сейчас вот уже тише стало все. Ну или не тише. Жесть. Но просветление уже есть, так что нормально. Думаю, мы решили идти дальше. Стояли. Нас градом било. Думаю, что стоять-то холодно. Мы пошли дальше. Туча вон туда ушла. Но дождь еще идет. Еще холодно. Вон горы сразу покрылись. Они белые стали вон. Снегом. Холодно, очень холодно. Вот так вот может в горах быть, понимаете, да? Солнце светило, было жарко, мы шли, я вся мокрая шла. А потом раз. И только первые капли надо сразу упаковываться, потому что мы уже научены, знаем, что тут очень резко начинается дождь, град, все такое. И снег может пойти. И резко холодает. Вот и все, и мы все промокли, замерзли. Ну ничего, там сейчас прояснится, надеюсь. Погреет нас солнышко. Кстати, только я сказала, что маршрут скучный. И гора как гора. Как природа решила мне. Я тебе сейчас покажу. Как жахнет. Вот никогда нельзя так говорить. Я сразу говорю, все красиво, гора такая самая лучшая. Мы на тебя идем, пусти нас, солнышко, погрей нас. Петя, давай говорить спасибо, что ты нам град показал, что ты нас напоил. В общем, мы все еще поднимаемся. Тут вот такое ущелье. Такая уже высота. Дождь все не прекращается. Все так и гремит, грохочет. Самое интересное, мы встретили девушку на спуске. Она сказала, чуть наверху в штаны не наделала. Там где-то идет она. А мы еще только наверх. Такой дождина. Такая погода. Подниматься, конечно, опасно в такой дождь, в такой гром, молнии. Потому что горы, вершины, они притягивают молнии, может убить вполне. Ну, как всегда, люди же, которые в горы идут, в том числе и мы, надеются, что с ними такого не случится. Вот и мы также надеемся. А эта девушка сказала, она там чуть кирпичей не наложила. Говорит, как раз села чай пить и начала грохотать молнии. Там дождь пошел, град. И она быстрее вниз. И говорит, там туман, ничего не видно. Тоже одна ходит, а вы говорите, я сумасшедшая. Еще тут снега сколько. Тот снег, который мы видели снизу. Мы уже приближаемся к вершине. Ой, ну это кажется, наверное. Здесь всю дорогу гремит и гремит, сверкает и сверкает. Блеском, и дождь идет. Горы уже покрылись немного снегом, потому что град. Ой, вот он град пошел, ё-моё. Град со снегом. Отсюда не видно, что горы немного побелели. Все-таки сверху красиво смотрится. Это красиво вообще. Ох. Да. Не, маршрут интересный, я ошибалась. Я очень ошибалась. Довольно интересный маршрут. Это вообще не скучно ни капли. Ни капли. То град, то снег, то дождь. И грохочет постоянно. И вот там красотища такая.
Ой, сейчас еще грохнет. Там тучи зацепились за гору. И все. И бесконечный дождь. Короче, гора тучи не отпускает, или тучи гору. Непонятно. Фу. Поднялись еще выше. Это уже за горой, за этой. Вот такой вид. Там еще чернее, там еще хуже. Но туда люди уже не ходят. Ой, что там творится. Ужас. Вот это все, главное, чтобы сюда опять не пошло. Вот это место мне очень нравится, красиво. Все-таки снег дополняет. Без снега уже бы совсем по-другому смотрелось. А там вон ясненько. Тучи-то только над нами, видите, прям разделение такое над горой. А мы еще все поднимаемся. Красиво там туман так идет. Капец, как холодно. Руки мерзнут снимать. Но такая красота, не могу не снять. У Пети аж ноги подкосились. Ужас. Да, мы до макушки, я быстро обратно. Потому что очень холодно и очень опасно. Капец. Мы не ожидали сегодня, конечно, такого. Выше солнце, хорошо, тепло. На тебе, пожалуйста. Мы почти наверху. Ужас. Что вокруг нас-то? Сейчас как грохнет. Очуметь. Просто очуметь. Туман пошел.
спокойно снимать. Высота этой горы 2824 над уровнем моря. Такие дела. А там, где наши палатки, там 2 с копеечкой. На такую высоту мы поднялись, град хлещет больно, капец. Просто капец погода. Теперь нам еще спуститься надо, умудриться. Вот уже горы снежные стали. Потому что град вообще со снегом, с дождем. Просто жесть, а не погода. Ё-моё. Вот мы придурки, да. Это ж надо в такую погоду все равно взять и подняться на гору. На такую гору. Вон там сейчас были, на той горе. Это не капец как долго, кажется, что близко. И какая тут высота. И даже не верится, что нам сейчас вон туда, вон просто вниз надо. Но тут есть тропа. Не вниз, а вот так вот мы сейчас пойдем по тропе, а потом уже вниз будем нырять. Короче, мы сбежали с этой горы просто как ошпаренные. Минут за 10, наверное, если не меньше. Просто бегом слетели. Вот. Еще хочу сказать, никогда так не делайте, не повторяйте, это очень опасно. Никогда в такую погоду нельзя подниматься в горы, не делать восхождения. Ну, мы придурки, да, я признаю это. Никогда не повторяйте, так не делайте, это очень-очень опасно для жизни. Тем более, когда такие молнии, гром бесконечно просто. Все, что угодно может произойти. Ну, извиняйте, мы такие, да. Вот сколько града, это уже внизу. Столько насыпало, а наверху еще больше. Мы уже вот столько прошли. Вот там на верхушке мы были, когда молнии и грохотало все. И сейчас вот всю дорогу льет дождь и грохочет. И вообще не прекращается. Мы хотели на вершине чай попить. По плану у нас было так. В итоге мы чай, походу, только в палатках попьем. Потому что дождь идет и идет, мы все мокрые, замерзли. Хочется горячего чая, но негде даже спрятаться, укрыться негде, остановиться. Вон, все белое от града. Позади меня все град. Какая красота. Лошадки, все мокрые. Им-то, наверное, хорошо под дождем. А вот же ребенок маленький. Все, мы в лагере. Я очень сильно замерзла. Сходила уже к реке, помылась, воды набрала. Потому что я еще по дороге упала. Там скользко так спускаться было. Не когда с горы спускались, а уже ниже гораздо. Дождь всю дорогу лил, и вот только сейчас закончился. Когда я помылась, сходила, воды набрала, и только сейчас закончился. Просто капец какой-то. Сейчас буду в теплое одеваться, вытираться, греться. Чай горячий. Мы так за всю радиалку и не перекусили ни разу. Светло стало, как мы в лагерь вернулись, конечно. И вся вот эта страшная мутатень ушла вон туда. Какая там красота образовалась. Опять дождь пошел, блин. Ничего не успели толком сделать. Я только волосы полотенцем пошоркала. Пуховую куртку надела. Все. Надо в палатку. Бегом. Иначе куртки пуховой будет капец. Холодно, я даже в пуховой куртке не могу согреться. Но все равно теплее, чем было. Сижу, балуюсь печеньками. Крекер с луком, ММДМС, горячий чай. Вот такие чуни пуховые на ноги надела, потому что ноги вообще замерзли. Носки и чуни. Вот так вот. Вот такая у меня обстановка. Вот так вот все висит тут. Потому что вешать некуда. Вообще здесь вот на маршруте очень плохо, что здесь нельзя жечь костры, нельзя купаться в реках. Короче, вообще ничего нельзя. В итоге такие деньги платишь, и непонятно за что, не помыться, не костер пожечь. Что если человек будет умирать тут от холода, да, и фиг костер пожжешь, потому что типа штраф. И даже если ты из-за погоды задержишься здесь на маршруте и выйдешь на день позже,
тебя штрафанут каждого на 4000 рублей, нам так сказали. Погода это не причина для того, чтобы вовремя не выйти с маршрута. Представляете, нам так сказали. Вот такие дела. То есть будешь умирать, замерзать, ползи до последнего, чтобы не получить штраф. Кстати, когда мы пришли, тут уже, там переодевались в сухое, и я увидела, что идут туристы. Папа, там 2 мальчика, и кто-то еще там с ними. Может, мама не разглядела. В общем, их там человека 4 или 5 шли, семья, я понимаю. Вот, и мальчишка радовался, что увидел сначала палатки, там, первые палатки, там, слышу, кричит. Потом дальше они чуть прошли, уже ближе сюда, и он такой от радости закричал: ура! Типа, устал, наверное, представляете, и дождь такой идет, и дорога такая постоянно в гору, я представляю. И один помладше мальчик, другой постарше. И вот постарше на радостях закричал: ура! И слышу, папа его одергивает: еще раз там закричишь, я тебе там то-то, что-то там угрозы пошли. И я уже не первый раз вот вижу в горах или там походах каких-то, куда люди ходят, что идут с детьми и не дают им эмоционально эмоции свои выразить. Постоянно им рот затыкают, что на них кричат, голос повышают. Уже вот не первый раз такое наблюдаю. Вот что вы делаете? Разве можно на детей, на своих кричать? Ребенок радуется, у него эмоции. Это раз и навсегда отобьет у него все желание ходить вообще в какие-либо походы. Это же нормально, когда радуется. Я сама всегда, как ребенок, радуюсь, когда что-то преодолею, куда-то приду, там, не знаю, надо наоборот поощрять. Для ребенка же поход должен быть радостью, счастьем, а не какой-то каторгой. То есть, если это будет каторга, он потом в жизни больше не пойдет в походы. Не ругайте своих детей за всякую фигню, за всякую ерунду, не повышайте голос на них. Я никого не учу, но это не будет во благо, это я точно говорю. Наоборот, надо их поощрять, надо с ними радоваться, надо показывать своим примером, как хорошо в походе, как наслаждаться, этим видами, а не ругать за всякую ерунду, за всякие там, я не знаю, реально за ерунду за всякую ругают. Вот представляете, ребенок вышел в поход, получается ему: здесь не кричи, в школе замолчи, на улице там, во дворе ты как себя ведешь. Получается, ребенок вообще не может свои эмоции выплеснуть, все в себе держит, то есть нигде нельзя ему проораться, прокричаться, это же неправильно, он в себе все копит. Он растет с этим. Это потом все это копится в человеке. И что потом в итоге вырастает? Нужно, чтобы эмоции выходили. Чтобы ребенок больше смеялся, больше кричал, радовался, шумел, бегал. Это же ребенок, ему это нужно. Движение, это жизнь. Даже для взрослых, не только для детей. И тогда ваш ребенок вырастет счастливым и здоровым, не затюканным. Лазим тут по горам в колошках. Надо было ботинки надеть нормальные. Но мы не думали, что далеко уйдем. Какая красотища. После дождей всегда такая красота. Нереальная красота началась. Облака классные.
Второй раз туда полезла, чтобы снять такую красоту. Пока мы ходили, гуляли, к нам гости пришли. Возле наших палаток пасутся. Главное, чтобы там шматье не заживали никакое. А так красиво. На таком фоне. Шикарно. Еще солнышко подсвечивает. Красота. Там вот лошадка красивая возле палатки. Как же красиво, да? Вот это вот вообще лошадка такая красивая. Ой, какой фон. Ой, какие кадры. Ёшкин кот. Ну это ж надо. Такая красота. Милашки. Вечером красиво стало. Вообще. Прям хочется снимать и снимать такую красоту. Лошади как дополнение к этому всему. Очень классно. Такая сейчас вечерняя красотища. Просто красотища. Петруха вон туда на гору ходил фотать поближе. Мы сейчас как раз покушали только что. Сейчас скоро спать пойдем. Такое вечернее после закатия. Все небо такое розовое. Красивое. Там туман лежит внизу. Это уже следующее утро. Вот такой перевал нам предстоит. Мы уже в пути. Делаем переход до стоянки Фишт. Змея. А я как раз вот хотела рядом наступить и увидела вовремя ее. О, шипит. Она шипит. Шипит. О, кинется сейчас еще. Интересно, слышно, как она шипит? Давай убегай. Убегай от нас. Дай нам пройти. Ох, надувается такая. Шипит. Предупреждает. Вот так идешь, идешь, и чуть на змею не встала. Реально, уже ногу подняла, смотрю, опа, змея. И она как, давай шипеть на меня. Такие дела. А мы когда лагерь собирали, проходила эта девушка, которая вчера была.
Я у нее спросила, ее София зовут, она из Санкт-Петербурга. Одна проходит 30-ку и выйдет в тот же день, когда и мы. А я поняла, что тут не так уж много народу всю ее проходит. И вот, представляете, у нее отпуск, она сказала, 2 недели. Она из Санкт-Петербурга. И человек не просто на море едет отдыхать, а идет через горы к морю и потом уже отдохнет. Такие дела. Такая любовь к горам. Озерцу небольшому. Сейчас остановимся здесь, передохнем. Не знаю, может у меня даже покупаться получится. Посмотрю, что за озеро. Тут змей много. Они в воде могут быть, опасно. Короче, я Петруху выгнала, он пошел там горы снимать, смотреть, а я сейчас искупаюсь. Голышом, как обычно. Пришлось Петра выгнать. Капец, какая вода ледяная. Наконец-то я искупалась за все время похода. В первом походе ни разу не купалась на Большом Тхаче. И здесь первый раз. Я так об этом мечтала, как хотела. И вот оно, дикое озерцо маленькое. Оно ледяное-ледяное. Это такое ощущение, что родник сплошной. Это же очень холодное. Маленькое и холодное. Вот, вода чистейшая там. Петруха ушел пофотать горы. Я искупалась. Потом он пришел, я ушла, он искупался. Такие дела. Теперь идем такие чистые, обновленные, хорошо. Так. Правда, холодно, ветер ледяной, уже чувствуется, что осень. Вот эта гора и есть Фишт. И как всегда там тучи бродят и дождик идет. Мы тоже идем под дождиком. Перекусывали под дождиком.
И сейчас идем под дождиком. Правда, под мелким. Вот такая вот погодушка. Было солнечно, хорошо, тепло. И вот, пожалуйста, уже полдороги поливает дождина. Все дороги вот такие сейчас. Идти скользко и опасно. И все. Сейчас вот мы поднимались постоянно наверх, теперь спускаемся резко вниз. Короче, тут такая база в горах под Фиштом, под горой Фишт. И тут только стоять можно вместе с туристами. Ё-моё, я даже не знала. Я умру 2 ночи тут стоять. Нафиг вот так в горах обустраивать, я не понимаю, зачем. Просто капец. Конечно, красиво. Но вот представьте, вот так стоять с туристами. Для меня это реально жесть. 30-й маршрут, больше в жизни не пойду. Так, для галочки и хватит. Мы же спонтанно собрались на этот маршрут. Я реально не знала о нем ничего, не знала, что это вот такая фигня. И если бы я еще знала в начале даже, что столько платить, я бы в жизни не пошла. А тут еще вот такое, как мне 2 ночи выжить, я реально не знаю. Мне реально аж плохо и хочется плакать. И больше негде ставить, вообще не разрешают. Мы сходили, спросили, нет, только на огражденной территории. А тут, короче, вот такая вот фигня. Все огорожено, лагерь электропроводами, видимо, от медведей, там, от животных. Как бараны все. Стадо баранов загнаны в стойло, короче. И вот ставьте тут палатки. Это просто ужас. Зачем в горах вот так вот останавливаться? Я не знаю, зачем такое делать? Вот так мы обустроились. Петя здесь, я вот здесь. Там туалеты, потому что здесь вот возле туалетов никто стоять не хочет, поэтому мы тут и поставили. Как бы типа подальше от всех, но все равно рядом со всеми. Петя лавку уже скоммуниздил, притащил. Сейчас будем чай пить, а потом, может быть, сходим на ледник. Вот такие здесь дела. Вот столько народу. В общем, нам в лагере скучно сидеть. Мы обустроились, попили чай и решили пойти на ледник Фишт. Время начала 4-го. Не знаю, дойдем мы сегодня или нет. Ну, посмотрим. Если дождина лупанет, повернем назад, потому что тучи ходят вокруг. Вот так вот суперски живут коровы в этих местах. Просто в лугах кормятся. Обалдеть. Скорее всего, это вот с этой базы коровы, потому что здесь, ну где еще могут, откуда они могут прийти? Тут ни сел никаких, ни поселков нет. Коровы до сюда бы вряд ли дошли. Это, скорее всего, вот с базы с этой. Видимо, не держат. Ты какой красавчик. О, реально это бык стоит. Сейчас мы не пройдем еще из-за него. Он стоит прямо на тропе. Бык, ты нас пропустишь? А? Нам пройти надо. Ну отойди, пожалуйста.
Молодец, какой хороший бык. Какой молодец. Спасибочки. Отошел, пропустил. Ух ты, какой умница. Коровушку свою охраняет. Прикольно. Какая красотень. О, ничего себе цирк. Какой. Фу. В гору подъем постоянный. Обалденное зрелище. Залезть бы вон в тот грот. Было бы прикольно там посидеть. И оттуда, с этого грота, посмотреть вот на такие виды. Классные. Вообще шикардос. Вот там вот это просто бомба, а не вид. Такие прям облака густые. А вот там есть камень, вон он, в виде головы лошади. Голова лошади похожа, как в шахматах. И вообще вот эти фигурки, они такие причудливые, прикольные. А вот голова. Вот. Наверное, нам туда, но это не точно. Нам еще идти 2 километра, а тут больше идти некуда. Поэтому мы подозреваем, что туда. Мы поднимаемся прямо вон туда, в туман. Это круть. Посмотрели по карте, нам все-таки туда. Туда. Тут тоже ледники небольшие, снежники. Сколько мы уже поднялись. На камере так все просто кажется. Ура, мы поднялись. Просто жесть, какая круть, сыпуха. Вот такой, как всегда, подъем. Еле держишься ногами, руками. Вот такая красота нас ждала. И туман немножко разошелся. Если бы здесь сейчас был туман, мы бы вот этого не увидели. Такой типа ледник. Дальше уже только альпинисты ходят. Сейчас даже, наверное, и для альпинистов там ход закрыт. Потому что там перевал дальше находится. Класс! Вот это класс! Отсюда весь ледник видно. Круто! Вот такая красотень. Отсюда видно вот так вот все. С этого камня. Шикарное место. Не зря мы столько лезли в гору. Очень красиво.
тоже вид такой красивый. Вот здесь вот эту круть мы поднимались всю. Тут прям очень мега круто. И нам сейчас как-то это спускаться надо. Как бы нам на жопе не уехать. Там сплошная сыпуха конкретная. И очень крутой спуск. Обалдеть. Вау, 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 поехал. Сноубордист без сноуборда. Выпендривается перед камерой. Вот мы уже почти внизу. И до этого я снимала, когда поднимались сюда, был такой туман черный. И вот так все развеялось, когда мы поднялись, все развеялось, весь туман. Короче, ледник Фишт нас спустил к себе и показал себя. Без рюкзаков, без больших, спускаться одно удовольствие. Просто съехал, как на эскалаторе, и все. Главное, чтобы ботинки крепкие были, а у меня они крепкие. Вообще-то людям надо показать, как сложно там спускаться, как там опасно. А то вот так вот снимаем, типа как мы быстро бегаем. И потом всем кажется, что на самом деле все так легко и просто. Нет, для этого нужна все равно хорошая физическая подготовка и большой опыт таких хождений. Если человек первый раз, допустим, идет, он вообще маловероятно поднимется в такую круть. А уж спуститься еще сложнее. Мы вот уходим уже в самом внизу. И там он снова туман собирается, черный. То есть открылся для нас и закрылся после нас. Круто. Какие мы молодцы, что мы сегодня вот вечером решили сходить на этот ледник. Потому что вообще никого нет, такая тишина. Мы вот сейчас присели перекусить чипсы банановые. И вообще ни души, так тихо, так хорошо. Там водичка журчит, там птички поют, такая тишина. А завтра все ведь пойдут на этот ледник смотреть. Ну, половина, наверное, на ледник, половина еще куда-нибудь. Может, кто-то на восхождение, на Фишт пойдет, альпинисты. Вот. А мы завтра хотим на озеро попробовать. Там, говорят, труднодоступное. Но посмотрим, дойдем или нет. Доброе утро, земля. Это утро следующего дня. И мы уже отправились в Адиалку до озера Псинодах. Или Псинодах. Вот. Красивое дикое озеро, говорят. До него 7,1 по одну сторону. Но, говорят, путь не очень простой. Большинство километров подниматься в гору. Там перевал будет высокий. Ну, за день, думаю, сходим. Если там никого не будет, может, даже искупаюсь. Короче, подъем в несколько километров по жаркому солнцу. Очень печет. Такая особенность есть в горах. И не именно в горах, а вообще сейчас время такое, что солнце, оно еще жарит прям по-летнему сильно. Ну и мы высоко в горах, солнце ближе. Только спрячется, сразу резко холодно. Очень холодно становится. И очень переменчивая погода. Сейчас мы идем по солнцу, нам очень-очень жарко.
И только оно спрячется, или вот сейчас тучки вдруг найдут, дождик пойдет, мы задубеем. Хотелось бы, конечно, до озера дойти и не остыть, чтобы искупаться, потому что если я остыну, или если дождь пойдет, я уже не решусь залезть в ледяное озеро. Дорогу почти не снимаю. Солнце с утра слишком выбеливает, и краски не такие сочные. Такие дела. Мы наконец поднялись. Там вон туристы есть. Фу. 4400 постоянного подъема в гору. 4400 поднимались в довольно крутую гору. Сейчас 2700 будем спускаться. То есть обратно мы будем 2700 подниматься, но это гораздо меньше. А потом 4400 спускаться. Такая скала-штырь посередине стоит. Прикольно. А с другой стороны идешь, ее незаметно. Уже озеро немножко видно. Вон он. Тут вода прямо из-под земли бежит. Можно на обратном пути набрать бутылочку. Вот, короче, подхожу я к озеру. Ну, такое. И люди стоят. Ну, ближе подходишь, покрасивше кажется. Оно такое прям прозрачное. Видно, что чистое. И вид от озера красивый вот на горы. Пацаны, мальчишки совсем. С родителями, видимо, в походе. Вот с этой стороны озера, конечно, прикольнее стоять. Вид на горы такой шикарный. Тут с этой стороны мест очень мало, поэтому стоят в основном стой. Вода в озере вообще чистая, прозрачная. Тут много родников, и все в озеро втекают, впадают. Поэтому вода здесь прозрачная, чистая и наверняка очень ледяная. Сидим тут с Петрухой, перекусываем, на горы смотрим. Вхожу в озеро с этой стороны, вот красивый очень вид. И люди маленько разбегаются. Становится людей меньше. Я видела, там с той стороны купаются. Видимо, там поглубже. Думаю, может все-таки зайти. Все-таки я искупалась. Ждала, пока побольше туристов уйдет. Там совсем немного оставалось. И я искупалась наконец-то. Вода леденючая. Мне кажется, градусов 6-7. Точно не больше. Очень вода холодная, прозрачная. Сразу тело обожгло, так хорошо стало. Но все равно это совсем не то. Это тут не чувствуется такое единение с природой, как в диких местах. Но было приятно окунуться, пот хоть смыть. Тут тоже брусники много. Это мы на перевал поднялись и отдыхаем. Такая тут брусничка. Поменьше ее немножко. Ну тоже, в принципе, много. Пособирать можно. Мне собирать не во что, буду футляр из-под очков собирать на чай, да на утреннюю кашку. Соберу маленько, хватит. О, сколько я ягод соберу. Это я сейчас съем, а это в лагерь соберу. Заварю чаек, утром кашку поем с ягодкой.
Вот он, Фиштоштинский перевал. Это мы уже обратно его идем. Туда шли, не стала я снимать. На фоне, флаги на фоне такой красоты. Как раз туман, горы такие. Красиво. Пришли в лагерь и залезли вот на такую скалу. Недалеко от лагеря. И вот такой вид отсюда. Палаток, кстати, меньше стало. Гораздо. В красивом месте лагерь сделали. Мы сегодня вот туда поднимались, на тот перевал. Утро 5-го дня похода. Мы уже на маршруте. И тут вот такие коровы встречают нас. Фу, поднимаемся в гору, жарище. Хорошо тут тенек. Но сегодня надо пройти 21 километр. Пока по теньку и пока в гору. А потом все время вниз и, скорее всего, по жаре. Такие коровы тут красивые. Цвета у них необычные. Боятся людей. Медвежьи следы по пути. Где грязь, там видно следы медведя. Вот он шел. О, такие следы. Нормальный медведь. Ну, да. О, это пятка, кстати. Вот это вообще большая пятка. Обалдеть. Жеребеночек. Вот там вот грот какой-то. Но мы с тяжелыми рюкзаками жара не пойдем смотреть. Тут лошади пасутся. Рядом медведи ходят. Лошади пасутся, коровы. Такая тут скала. Красивая. Солнцем сильно выбеливает, мне кажется. Короче, там был небольшой спуск. Обман. Опять в гору поднимаемся. Я вижу, там еще гора. Еще в гору подниматься. Потом посчитаю, какой километраж подъема. Но после того, как мы окончательно уже поднимемся перевал, там уже весь остальной путь будет вниз. Где-то даже круто вниз. Когда круто вниз, тоже не очень. Потому что когда вес давит, и ты еще вниз идешь, тяжело идти. Только дыхалке легче. Вот ту гору нам еще подниматься. Но не на самый, надеюсь, верх. А там где-то, видимо, перевал должен быть. Тут вот и копыта смешались. Это какой-то сахатый, может. Вот, копыта такие довольно большие. И медведь тут же шел. Вот. Все, Мишка. О, тут он что-то разворачивался, смотрел, видимо, назад. Вот еще копыта. Вот маленький следик. Медвежонок.
небольшой. И вот еще красивый такой между камней. Почти поднялись перевал, называется перевал воинской славы. Вот тут на камне как раз сидим, а сзади памятные таблички всякие на стене. Но нам еще чуть-чуть подниматься. Почему-то перевал здесь обозначен, но там еще подъем. И я надеюсь, что это будет заключительный на сегодня. Очень тяжело в жару подниматься. Прям аж плохо становится. Ну ничего, мы прям довольно быстро. 3,5 километра мы поднимались. Нормальный такой подъем. Правда, тропа везде есть, но подъем нормальный. Набор высоты хороший. Тяжело, жарко, очень жарко. Видимо, вон там самая вершина. Хорошие. Дают гладить. Сама подошла ко мне. Да? Да. Лапочки. Маленькие такие клевые. Лапочки такие хорошие. Хорошие лошадки. Да? Такие хорошие. Ой. Мухи их жрут, бедных. Хорошие, хорошие. Вот там я лошадок сейчас гладила. Фух. Вот тут этот флаг, видите. Такая гора, скала. И нам еще подниматься, блин. Кажется, ну вот, поднялись. Нет. И вот на камере кажется, что... Что тут подъем-то? Да, мы куда-то поднялись. Походу, там вот еще подъемы. Они уже более пологие. На той стороне какие-то палатки. Домики там, видимо, тоже стоять может. Или база какая-то. Какое блаженство. Скинула рюкзак, аж залетела. Мы, честно говоря, не думали, что такой подъем длительный. В итоге, наверное, километра 4 получилось. И еще там подъем. Сколько в итоге будет, не знаю. Коровам, конечно, тут раздолье. И лошадям. Это не то, что на фабриках всяких, где они вообще никакой жизни не видят. Эти хоть жизнь повидают. Хотя у всех одна участь, конечно. Но эти хоть живут, а те только мучаются. Камень похож на какой-то череп. Прям глазница, ноздря. Вообще вылитый каменный череп. И как будто с другой стороны тоже глазница выпирает. В общем, вышли мы на приют. И тут даже можно еду купить. Видимо, местную вот от этих коров. Не знаю, разве в заповеднике такое возможно? Что вообще на заповедник не похоже. Прям в горах вот это все стоит. Огороды. Не спорю, жить-то, конечно, тут хорошо, но какой это заповедник-то тогда? Нам опять надо подняться вон туда. Скорее всего, вот тут, где все продается, это местные жители, кавказцы.
которые тут, скорее всего, давно уже живут. И просто зарабатывают таким образом. Ну, тут, наверное, у них втридорого. Мы даже спрашивать не стали. Да и тащить тяжело. И так еле тащимся. Ну, вот еще один перевал. Черкесский. Высота 1832 метра над уровнем моря. У нас наконец-то привал. Спустя 7 километров. У нас сегодняшний переход 21 километр. И я предложила Пете, чтобы мы его разделили на 3 части. То есть 2 раза мы будем делать привал. Вот это первый, еще один привал будет. Через каждые 7 километров. Будем останавливаться и чуть-чуть перекусывать. Чаек пить. Специально чай с собой тащим. Хоть и тяжело, но чаек. Это очень хорошо на таких перевалах. Вот. Что-то вымотались мы по жаре. Сейчас вот все затянуло. Солнце ушло. Легче стало. Теперь наоборот боимся, как бы дождь не пошел. А так идется легче сейчас. Где-то на обрыве сидим тут. Такой чаек с брусникой я заварила. Что я еще болею до сих пор. Ну, у меня такие вот перекусики простые. Чипсы банановые. Какие-то бикарасы. Едят дерево. Может, это личинки какие-то. Каких-нибудь гусениц. Или тех, кто поедает дерево. Вообще, я таких раньше пушистиков не видела. Рыжие пушистики. Короче, от нас сейчас вверх по кустам медведь ломанул. Жопа жирная, коричневая. Испугался нас. Ломанул так быстро, что я даже камеру не успела, достать. Уже большая часть дороги после подъема. Вот такой лес буковый. Классный. Местами, правда, вот такая грязина. Очень приятно идти. И очень сильно потемнело, как будто дождь будет. Но зато не жарко. Я тут что-то ломлю. Ой, вчесала, как не знаю кто. У меня там какое-то дыхание, видимо, открылось. Петруха сильно далеко отстал. Его даже и не видно. Я говорю, я ему кричу, догоняй давай, ты что, сдулся уже? Молчит. Короче, не знаю, что, может ему так комфортно идти. В общем, сейчас, может, я не подожду его. Хотя не хотелось бы останавливаться лишний раз. Потому что когда темп набрал, хорошо идется. Такой нормальный дождь пошел. Хорошо мы тут в деревьях, и то даже все равно льет на нас. И туман сразу поднялся вон. Все в тумане. На самом деле мрачно. Камера, как всегда, высветляет все. Очень потемнело, как будто вечер. И туманище сразу поднялся. Какой классный лес. Какой туман. Сразу. Круто. Красиво сразу как стало. Такие корни зацепились за камни. И здесь такое дупло. Там кто-то необычно живет. И такой туман. Просто волшебный лес стал сразу же. Вот какой трутовик огроменный. Он просто огроменный. В тумане. Такой лес тут интересный. Шистые камни. Почти как у нас на диких столбах. Только тут буки растут. А у нас
тайга. У нас хвойных в основном, деревьев больше. Очередной привал. Мы прошли 14 километров, до лагеря осталось 7. Ну, вот такие классные бревна нашли. Я думала, бук почти не падает, потому что везде ровно стоит и нигде завалов нет. А тут что-то вот свалились. Зато нам есть где посидеть. Уже несколько километров спускаемся. Очень крутой спуск. Вниз очень круто. По всяким корням, камням. Люди идут, падают здесь. Короче, первые 7 километров это практически все время подъем. Самый комфортный это середина 7 километров. Там вообще комфортно идти. И под конец 7 километров это вот такой очень крутой спуск. Даже на карте написано веселый спуск. Дошли до очередной стоянки. Тут даже вон в виде бочонка вода есть. Мы набрали. Музыка тут просто. Музыка. Опять дождь. И мы тут под деревом пережидаем дождь. И тут кошка откуда-то. Кыса. С базы, что ли. До базы километра 4,5 осталось. У нас ничего такого нет. У меня нет. У Пети есть, ему лень достать. Киса. Ой, такая киса. Очень маленькая. Она чистая такая, упитанная, красивая. Видимо, не голодает. Жопка маленькая. Мяу-мяу. Иди поглажу. Иди поглажу, такая кысочка. Ой, такие ушки большие. Ты, наверное, породистая. А? Кыска. Дождина не на шутку разошелся. Просто жесть. А мы тут в беседку, до беседки успели дойти, прячемся. Повезло нам. Такая река белая. Обалдеть. Мощная. А мы идем вот по такому мосту. Короче, ждали в этой беседке, когда дождь закончится. Вроде он меньше стал, мы пошли. Опять как лупанул сильный, мы все вымокли. Вот, и уже вышли на дорогу, которая ведет до КПП, куда нам надо остановиться, где еще на ночь. Пришли мы на приют, не на КПП, как я сказала, а на приют. До КПП нам еще завтра-то чапать. Тут такие палатки стоят. Фиг знает, где тут еще что можно ставить или нельзя. Тут все строго, все везде. Вот, проверили у нас пропуска. Решили, мы договорились, что палатки подальше поставим от всех там за беседкой. Тут еще не везде ставить можно. Вот тут вот сейчас поставим. Между беседкой и забором. Тут никого не будет. Дождина не прекращается, ничего не видно. Мы тут в беседке забурились. И даже в палатку боимся идти, потому что прям льет сильно вообще. Не можем ни спальники разложить, ничего. Все мокрое. Вокруг все мокрое. Спальники-то, конечно, сухие. Ждем, думаем, может быть, перестанет идти, но походу это на всю ночь. А может и на завтра. Ох, нифига там сверкануло. Сейчас походу грохнет. Я уже в палатке, в полусонном состоянии. Очень хочу спать. Устала. Мы в этой беседке под дождем там покушали. Еще эта девушка София там с нами была. Тоже кушала. И она тут недалеко от нас палатку поставила. В общем, все, кто здесь есть, а тут мало очень народу, они все завтра на машине поедут. А мы как бы не влазим. Вот такие дела. Машина стоит 7 тысяч. У нас таких денег нет.
А там нам сказали, что дороги будут просто жесть, потому что дожди такие прошли. Нам до сюда-то было сложно идти, потому что все просто не дорога, а река сплошная. И плюс это все камни. Ноги, короче, ломать идти. А нам завтра идти нужно еще 20 километров по такой жесткой дороге. Мы думали, тут можно заплатить 1000, типа, присоединиться, если влезешь, а мы не входим. И поэтому, скорее всего, придется нам пешкарить завтра 20 км по жесткой дороге до поселка. Такие дела. Все, всем спокойной ночи до утра. Надо выспаться и сил набраться. Доброе утро, земля. Я уже помылась, зубы почистила. Из палатки все выгребла на всякий случай, потому что всю ночь лил дождь. Все мокрое, никак не просушить. Вот так вот стоят наши палатки. Это Петина. Тут мы все расположились. Мы с Петрухой и София. Все у нас там висит. И вот моя палаточка. Вот такая тут база-приют. Ждем машину, договориться с водителем. Короче, здесь то ли 10, то ли 11 человек уезжает, а в машину вмещается 12. У нас еще двое получается. И только именно мы двое не входим. И сказали водителя подождать, поговорить. Может быть, все-таки нас возьмут. Потому что тут дорога прям нас пугает, что очень ужасная. И мы будем очень долго пешком идти. А она бессмысленная. То есть время и силы неохота на нее тратить. 30-й маршрут уже пройден. И просто жалко времени и сил тратить на то, чтобы выйти в поселок по этой ужасной дороге. Вот на этой машине мы приехали в поселок. Довезли нас бесплатно, да еще и с комфортом. А то мы не влезли в ту машину, которую люди заказали. Так мы бы там платили по 1000, а тут нас бесплатно егеря добросили. Вот так нам повезло. Наконец-то мы у моря. Правда, непогода здесь. Никто не купается.